Всем привет, друзья! На связи Пентагон. Это традиционный еженедельный выпуск Пентагон Лайв, где мы совместно с вами смотрим за рынком криптовалюты. И по традиции хотелось бы начать с битка. Что думаю по битку? То есть по битку сейчас мы, в принципе, поздравляю всех тех, кто откупался на уровне 34, кто воспользовался моей рекомендацией по откупу битка, то есть, да, кто-то откупал альту. Большое-большое поздравление для всех вас. Мы также неплохие два шорта забрали от уровня. Первый там 30, от 40 600 до 39 600. Второй вот шорт мы в принципе сейчас продолжаем удерживать от уровня 41 тысячи. Что сейчас думаю вообще по битку? Мы, в принципе, находимся на уровне вот этого краткосрочного второстепенного тренда, да, этого очень незначительного, и по большому счету уже доформировываем правое плечо нашего гипа, о котором я говорил в двух последних наших видео, да, то есть мы забрали и вот это огромное шорт-движение, и вот это восходящее движение. Собственно, по сути, раз в неделю происходит какой-то крупный переворот по позициям. То есть сейчас мы вышли из уровня вот этого треугольника нисходящего, но при этом находимся от сопротивлением от 50 там, тысяч, 51 тысячи вот этого косого сопротивления и вот этого падающего флага, который мы, собственно говоря, вот здесь пробили. И если мы не можем пробить, а мы вроде пока не можем его пробить, вот здесь также сформировалась медвежья дивергенция, в противном случае мы сходим еще на уровень 41 500, 42 тысячи, но в целом я жду обратный возврат к уровню 37 500. Здесь, естественно, будет какой-то никакой отскок, типа как правое плечо, и затем, возможно, на ретест обратно 32 тысяч. Это хороший шортовый сценарий, собственно, который я планировал уже там, буквально 2-3 недели, о котором мы с вами неоднократно говорили. В противном случае что может быть? Мы сейчас идем на ретест, мы сейчас уже находимся на ретесте вот этого краткосрочного тренда, идем обратно наверх, делаем здесь такой как бы пробой вот этого канала, и затем с вероятностью можем пойти там, к верхней границе, это уровень там, 42 500, 43 тысячи. Но тогда мы в целом нарушим формацию нашего большого гипа и вообще поставим под сомнение весь этот шорт, который мы планируем. Поэтому очень важно дождаться вот здесь вот ясности по рынку. То есть фактически, если мы пробиваем сейчас на импульсе уровень 41 500, максимум 42 200, то тогда ждем ретеста 40 там, 500 тех же самых, да, для того, чтобы взять лонг и с целью там 43-45 тысяч к ближайшему уровню сопротивления сходить. Ну, то есть это хороший бычий сценарий. Я все-таки пока выбираю медвежий с формированием вот этого большого гипа, с ретестом вот этого пробитого уровня, с ретестом большой уровня поддержки вот здесь вот, по факту, на уровне там 42 максимум. То есть я пока в сторону шорта смотрю. Отмена сценария, опять же, это пробой вот здесь уровня 41 500, 42 тысячи и его благополучный ретест. Сейчас что-нибудь поудобнее покажу. Вот, собственно, если мы пробиваем уровень 41 тысячи, 41 500, то тогда идем на эту верхнюю границу. То есть это как раз-таки ретест правого плеча 42 100, но здесь уже есть медвежья дивергенция. Здесь, в принципе, мы уже достаточно разгрузились, поэтому сейчас будет, да, какой-то никакой отскок. Если сможем вот эту косой уровень сопротивления пробить, то тогда пойдем как минимум вот на этот уровень 41 500 и уже здесь будем принимать какое-то дополнительное решение. Но я пока даже в условии вот этого пробоя, то есть я жду, что вот мы проретестим пробитый как бы канал. Если не сможем пробить, то пойдем уже сразу вниз. Здесь будет правое плечо, мы пробьем вот здесь вот уровень поддержки, потом пойдем на ретест вот этого треугольника,
И здесь уже будет определение, там, что, как дальше будет двигаться. Это такой сценарий из серии, который я бы ждал. Но вполне вероятно, если мы сможем вот здесь вот отскочить, сформировать какого-то дракона, сходить потом к верхней границе, возможно там отскочить опять же, и пойти уже на пробой 41 тысячи. Но здесь, где бы я покупал и где бы я вообще подбирал лонги, и смотрел бы, наверное, на самом деле вот здесь вот как отскочит какой-то краткосрочный скальп-лонг, он, мне кажется, вот здесь вот имеет место быть. А если мы хотим лонг там из серии до 44, до 46 тысяч, то я думаю, надо вот здесь вот пробой вот этого уровня, и вот здесь вот где-то на поддержке подбирать. То есть это опять же в условиях позитивного сценария на рынке. То есть я пока этот позитивный сценарий на рынке не вижу, хотелось бы посмотреть и буду отталкиваться пока больше от шорта. Это что касательно битка. Что касательно эфира. На эфире сейчас есть какой-то погиб, мы в принципе двигаемся в таком в канале в небольшом. Если мы сможем пробить уровень 2460 вниз, сейчас плюс-минус, то вообще в перспективе эфир уходит к уровню 2100 обратно. И если биток идет к 28 тысячам, то это опять уровень 1750, 1620. Это вот все вот это, вся вот эта зона вполне вероятно будет достигнута. Но здесь сейчас локально есть погиб. Потом мы, в принципе, можем сходить на ретест какой-то вот этого уровня сопротивления на уровне там 2650, 2700, подтвердить этакий медвежий треугольник, да, вот оно либо вот так на двойную вершину, либо вот здесь чуть повыше поход к 2650, и дальше также планирую пойти вниз. То есть для меня это все медвежья структура. Я в целом жду вместе с битком, как бы если биток пойдет там на 28 тысяч, то похода вниз, то плюс-минус как раз эфир буду ждать в зоне там 17.50, 18.20. А в позитивном сценарии, если мы пробьем вот этот уровень, то можно будет при походе битка на 43, на 46 откупить биток вот здесь на пробой уровня 2660 и закрыться в районе 300. BNB. По BNB, если мы двигаемся, опять же, по медвежьему сценарию с походом битка на 28, то через ретест 41, это, скорее всего, ретест там 360-370 долларов. Все, кто еще сидят вот в этом ордер-блоке, я бы уже скидывался. В противном случае мы можем сходить уже сейчас, уже на ретест вот этого пробитого уровня и дальше, как от медвежьего флага, пойти к уровню 280. То есть, если биток идет на 26-28, и BNB буду ждать по 280-290, если мы пойдем на 43, на 46, то здесь от ретеста можно будет брать на пробое уровня 376-378. То есть, если только мы сможем пробить этот уровень, то как минимум скальп какой-то лонг можно взять до 420, а в противном случае от него будет как раз таки еще локальный медвежий флаг. Вот здесь вот. И уже впоследствии, так вот это я пока уберу, это уберу. И впоследствии дальше уже на наши запланированные уровни, там 280 долларов. Лайткоин, позитивный сценарий. Так, верно. Здесь вот плюс есть сопротивление. И мы, по сути, можем сейчас перейти в треугольник с плоским дном в какой-то. При походе битка на 41 тысячу, также вот здесь вот от уровня поддержки пойдет, попробует проретестить. В противном случае медвежий флаг вниз к уровню там 130-150. В позитивном сценарии пробой и уход с возвратом к 200 долларов. И в принципе он может повторить ту фигуру, которая сейчас рисуется на эфире. Это такой треугольник. Вот здесь вот с плоским верхом,
и с дальнейшим там походом вниз, то есть плюс-минус поход через 200 и обратно возврат к уровню 140. Я не откупал альту, я в принципе только смотрел вот за BNB я смотрел, за SXP я смотрел, но SXP новость хорошую дали по размещению и по байбеку, по-моему, токенов, что в принципе всегда достаточно позитивный сценарий. Вот этот треугольник с плоским он хорошо пробил. Но опять же, сейчас находимся на ретесте нашей трендовой от 0.6-0.8 прошлой нашей покупки. То есть, если сейчас SXP, вернее, если сейчас биток отскакивает в сторону 40 тысяч, то SXP легко может сходить в сторону 3.3. Это ретест вот этот глобального уровня, плюс вот здесь проходит уровень сопротивления, мы его в принципе пробили и проретестили, поэтому вот SXP на этих новостях, я так понимаю, еще какой-то будет новостной фон у них приятный, могут еще и довести повыше. Я хочу поздравить всех с инсайдом по доту, которые залистили на Coinbase, MLN еще был, еще какой-то токен. В принципе, с дилеем в неделю, в полторы недели они залистили по инсайду эти монеты. Сейчас, в принципе, по альту и по альте вообще в целом я ничего не жду. Если биток только вот отскакивает вверх, я буду откупать, возможно, там эфир, BNB, лайток. Но я нацелен на крупный хороший шорт и хороший консервативный откуп либо от уровня 28-26, либо еще раз можно будет откупиться по 32. То есть я в целом придерживаюсь своего прошлого плана в отношении крипты, буду ждать похода вот на пробойный вот этот уровень сначала, это 38 тысяч, с дальнейшим походом вниз, либо все-таки еще какой-то там отскок на 41 542 тысячи, и тогда еще жирнее шорт возьму там. Отмена сценария с шортом — это уход выше 42 500, то есть все, что там уже можно сходить до 46-48 тысяч на вот этот хороший ретест и на вот этот ретест, то есть, который будет. Тогда в таком случае от 46 не знаю, буду ли шортить, надо будет смотреть за пробоем вот этого уровня на отметке 43 200. Так, с криптой разобрались. Сейчас в отношении хочу посмотреть, что там с рублем. Опять же, тоже много комментариев получаю до сих пор. Мы также находимся в моем ордер-блоке. Сейчас как раз-таки проходит там встреча Байдена с Путиным. Я хочу посмотреть, чем это закончится. Уже под итог какой-то постараюсь расписать у себя в канале. Но отмены по сценарию по покупке мной, скажем так, доллара за рубли, это будет пробой уровня 69, поход вот под вот этот уровень. То есть под пробитый уровень сопротивления, который мы держали достаточно долгое время, почти года в 2019 году. То есть сейчас, если мы вниз идем, я еще здесь пока в этом диапазоне откупаю, но если уходит вниз, то как минимум буду сокращать, потому что мы пойдем в сторону там 64-61 рубля за доллар. В противном случае я, конечно, жду, что это будет просто какой-то вынос перед походом обратно в сторону там 82 рублей за 1 доллар. Евро. По евро та же самая история. Мы, в принципе, пока двигаемся в моем этом тоже треугольнике, и отмена сценария здесь, конечно, достигает чуть раньше. Это уход уже под 85. То есть, если с долларом я еще готов посидеть до там 68-69,5, то по евро я уже на самом деле где-то здесь, у меня есть немножечко совсем евро, я буду сокращаться, если мы уйдем под уровень 84-83. Что касательно S&P, я ждал как раз таки вот этот вынос к верхней границе на уровне 42.60, но мы загадывали, что это может быть даже до 43.20. В целом мы уже подтвердили вот этот глобально огромный дивер, мы сейчас смотрим 12 часов. Этот же самый дивер был в марте 2020 года, и в целом вот какая-то такая же тоже похожая формация и здесь, и перед хорошими коррекциями
был этакий вынос с подтверждением вот этого медвежьей дивергенции. Я сейчас то же самое плюс-минус вижу, поэтому хочу еще посмотреть за фангом, за вот этой перегретым говном, которое по большому счету, на мой взгляд, будет сейчас очень хорошо все корректироваться. Я не думаю, что мы по ФРС увидим какие-то новые вливания, поэтому, мне кажется, будет какая-то ближайшая коррекция там с целью хотя бы там 5, 7, 15% от нынешних уровней. То есть на многих из активов есть просто дикая перегретость, то есть весь фанк, он просто дикий. Потом, что с нефтью происходит, я тоже считаю, что плюс-минус это перед вот этим хорошим дампом всегда был вынос вот этого всего шортового уровня, огромные везде дивергенции, типа, ребят, я вот все, я прям, вот оно, наверное, типа плюс-минус скоро. Мы даже здесь дошли до сопротивления, но вот даже вот здесь тоже вот оно было как бы через двойную вершину. Мы прям плюс-минус уже на сопротивлении. Короче, я хочу шортить. Я буду шортить, и мне никто не запретит шортить. Вот, здесь то же самое. Ну, биточек просто как предвестник хорошего встряски на всех рынках. Мне очень нравится вот этот поход вниз. Я не видел, честно, крупные гипы вот в таком формате на крипторынке за последние, там, может, 6-7 лет. То есть я смотрел, по сути, все крупные формации, и нигде такого гипа, там были через двойные вершины, через треугольник с плоским дном, через вот эту всю историю. То есть, а может быть, а вот оно, а вдруг, как говорится, да? Потому что, ну, комфортно. Я буду шортить, друзья. Я сейчас буду смотреть за фангом, смотрите за сипкой. Я думаю, пора как-то натягивать корреляцию именно по мелким движениям до часа таймфрейма сейчас с битком. То есть отбросьте то, что сейчас это находится на АТХ, и в целом можно натянуть сейчас на биток вот именно вот эту формацию. То есть без вот этого крупного падения это все огромное сейчас будет хорошая, на мой взгляд, коррекция. Поэтому, друзья, очень будьте аккуратны, ставьте стопы, не превышайте свои торговые позиции. Будем откупаться хорошенько на битке в районе там 28 тысяч. А пока хорошего вам лета. Оставляйте свои комментарии, где вы ждете биткоин до конца лета 2021 года. Ставьте лайки. Вот, подписывайтесь, если вы еще не подписались. На связи был Пентагон. Пока-пока-пока-пока.